Друзья, сегодня мы приготовим тыкву необычным способом, а именно приготовим популярный корейский десерт под названием хобак-ток. Ну а с вами, как обычно, Денис Ким, и я рад вас всех приветствовать на канале Foodcore. Итак, хобак-ток – это сладкое лакомство из тыквы и клейкой рисовой муки, которое очень популярно в Южной Корее. Готовится хобак-ток обычно на пару, и само по себе блюдо очень похоже на всем известные пирожные мотти. Поэтому, если у вас есть лишняя тыква, либо вы хотите приготовить вкусный и необычный десерт, то устраивайтесь поудобнее, ну а я приступаю к готовке. Итак, начинаем с главного ингредиента. Тыква подойдет любая. У меня сорт под названием баттернат. Нам понадобится 350 граммов. Очищаем ее от кожуры и семян. Нарезаем теперь на небольшие кусочки. После этого перекладываем в кастрюлю. Вливаем 400 мл воды. Включаем огонь. И как вода закипит, варим так 10 минут с закрытой крышкой. Как время пройдет, тыква сварилась. Проверить это можно, попробовав проткнуть ее палочкой. Она должна с легкостью протыкаться. Если вода осталась, сливаем ее. Теперь с помощью толкушки или вилки делаем тыквенное пюре. Теперь в глубокую емкость перекладываем пюре. Добавляем к нему 300 граммов клейкой рисовой муки. Все граммовки есть в описании под видео. Теперь добавляем 5-6 столовых ложек сахара. Половину чайной ложки соли. Теперь хорошо перемешиваем с помощью ложки. Как только вся масса начнет комковаться, начинаем активно замешивать тесто рукой. Рекомендую надеть перчатки. Теперь нужно все это размять в небольшую лепешку и приготовить на пару. Я буду использовать свою мультиварку Куко. В ней есть удобная для этого программа пароварка. Закрываем крышку и варим так 10-15 минут. Друзья, время приготовления может отличаться в зависимости от толщины получившейся лепешки. Если вы готовите небольшое количество, то хватит и 10 минут. Если же у вас лепешка толстая, как у меня, то рекомендую подержать 15 минут. В любом случае ориентируйтесь на внешний вид. Поверхность лепешки должна быть гладкой и блестящей. Пока тесто варится, мы с вами приготовим посыпку. Берем обычный бисквит. Я купил в магазине самый дешевый сметанковый бисквит. И с помощью сита размалываем его до мелкого состояния. Вот примерно такая мелкая стружка должна получиться. Тем временем наша лепешка сварилась. Доску надо смазать растительным маслом. Можете, кстати, накрыть пищевой пленкой и смазать ее. Теперь достаем лепешку. Она у нас горячая, поэтому рекомендую надеть тканевые перчатки, чтобы не обжечься, а сверху уже резиновые или полиэтиленовые. Теперь берем пластиковый шпатель или лопатку и замешиваем приготовленное тесто. Я обычно так делаю 30-40 раз. Корейские бабушки говорят, чем больше ты так сделаешь, тем вкуснее получится. Тесто очень мягкое, очень податливое. Если видите, что оно начинает прилипать, значит нужно немножко полить его теплой водичкой. И далее продолжать перемешивать. В конце рекомендуется тесто отбить и дать ему немного остыть при комнатной температуре. После чего разрезаем его пополам. И теперь с помощью лопатки нарезаем на кусочки поменьше. Форму можете выбирать на свой вкус. Я обычно делаю их продолговатыми, либо прямоугольными. И теперь все, что нам нужно сделать, это обвалять в приготовленной нами сладкой стружке. Она легко налипает и впоследствии даст не только вкус, но и не позволит всем кусочкам между собой слипнуться. Смотрите, какая нежная текстура получается. Также теперь делаем и со второй частью теста. Но в этот раз я обваляю все кусочки в очень мной любимой кокосовой стружке. Этот вариант мне намного ближе. Честно скажу, можете использовать что угодно. Шоколадную стружку, фруктовую, абсолютно любую. Результат всегда будет один. Будет очень вкусно. Ну все, хобак-ток готов. Подавайте на стол в качестве десерта и приятного вам аппетита!
Друзья, это очень вкусный и необычный десерт, он очень нравится детям, да и взрослых вы сможете им удивить. Поэтому обязательно попробуйте приготовить, я уверен, вам понравится. Да и тыква — это всегда полезный и питательный продукт. Надеюсь, видео вам понравилось, и вы обязательно поставите ему лайк, а также подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Ну а чтобы не пропустить мои новые видео, обязательно нажмите в колокольчик. А еще лучше подпишитесь на мой телеграм-канал. Так вы точно не пропустите новые ролики, ну и увидите еще много другого вкусного и интересного контента. Ну а с вами, как обычно, был Денис Ким. Спасибо вам большое за просмотр, ну и всем пока!